Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Я сейчас нахожусь в Токио, на улице идет дождь, и у меня с собой вот такой вот пластиковый зонт. Я думаю, многие из вас их видели. Они часто встречаются на различных фотографиях в интернете, в различных аниме, фильмах, где показывают дождь. Многие из тех, кто приезжает в Японию, привозят эти зонты с собой на родину, как сувениры. Да и в целом, такие одноразовые пластиковые зонты укрепились в японской культуре. Ими многие пользуются, многим они нравятся. И можно сказать, это атрибут современной Японии. Но так было не всегда. И сегодня в этом видео я хотел бы рассказать вам немного об истории этих пластиковых зонтов, что они значат для японцев, откуда они вообще взялись и почему сейчас они так популярны. В Японии существует такая компания под названием White Rose, что переводится как «белая роза». В конце Второй мировой войны в 1945 году компания начала производить зонты, но использовала очень дешевые материалы как для самой рукоятки, так и для покрытия зонта. Из-за чего была серьезная проблема: из-за дождя и вообще просто из-за любой воды краска зонта просто смывалась, и зонты становились не очень симпатичными, жаловались покупатели. И чтобы решить как-то эту проблему, компания решила производить чехлы для зонтов. Виниловые пластиковые чехлы, которые надевались прямо сверху зонта, и тем самым спасая зонт от того, что у него просто смывалась краска. Эти чехлы стали очень популярны, их покупали миллионы японцев, и в целом дела компании пошли в гору. Но примерно через 5 лет, где-то в 1055 году, начали использовать для зонтов нейлон, который не смывался, краска оставалась как и должна быть, и поэтому чехлы перестали продаваться, их перестали люди покупать, и, конечно же, компании нужно было что-то дальше делать. И они решили не производить чехлы, а делать прямо зонты из винила, из пластика, прям вот такие вот, как вы сейчас их видите, как они дошли примерно до наших дней. Но дела не пошли в гору, не получилось ничего, потому что были две причины. Во-первых, цена пластикового зонта была чуть выше, чем цена обычного зонта, что само по себе уже отпугивало людей. А во-вторых, многие японцы считали, что такие зонты выглядят, мягко говоря, плохо, не симпатично, и поэтому, конечно же, их никто не покупал. И на этом бы, наверное, и закончилась бы история пластиковых зонтов, если бы в 80-х, 90-х годах в Японии не начали бы пользоваться популярностью одноразовые предметы. Начали использовать зажигалки одноразовые, знаете, которые у нас в России были, ручки Биг, которые тоже, опять же, были популярны в России, одноразовые деревянные палочки, которые по-японски называются варибаши, и вот все такое одноразовое. И компания подумала, что такие зонты пластиковые, наверное, должны быть тоже одноразовыми, и тогда их будут покупать. И начала закупать материалы для пластиковых зонтов за границей, что очень сильно уменьшило стоимость производства таких пластиковых зонтов. Неудивительно, что дешевые одноразовые пластиковые зонты сразу же стали популярны в Японии. Благодаря тому, что их стоимость была низкой, японцы не переживали из-за поломки зонта. А в Японии часто идут ливни и есть тайфуны, из-за которых зонты долго не живут. Также не страшно, если случайно где-то забыли зонт. После сильных ливней в Японии около станций метро и на людных улицах можно часто заметить целые горы поломанных пластиковых зонтов, которые лежат прямо на земле. В Японии нет специальных мусорок для зонтов, поэтому японцы их просто оставляют там, где их легко смогут найти службы, которые следят за чистотой в городе. Я сейчас проходил мимо одного из домов, и вы можете видеть здесь пластиковый зонт, воткнут прямо в велосипед. Если посмотреть передо мной, то там тоже люди идут с пластиковыми зонтами. И вообще сейчас в Японии такие зонты используют практически все. Удобно очень, особенно большой популярностью они пользуются у молодых японцев, которые служат в фирмах, потому что им часто приходится куда-то ходить по поручениям, и если вдруг пошел дождь, то такие зонты очень хорошо спасают. Также в Японии сделано все, чтобы такими зонтами было удобно пользоваться. Если вы пойдете в какой-то продуктовый магазин, то там будет специальное место, где вы можете надеть на ваш зонт чехол, чтобы вода с него не капала на пол. Либо даже есть специальные автоматы, которые позволяют вам вставить зонт в этот автомат, и чехол наденется автоматически. Также на многих станциях метро есть специальные такие уголки, где вы можете получить зонт совершенно бесплатно. Там написано, что вы можете брать его, но верните либо на другой станции, либо верните опять же сюда.
Это, конечно же, опять же удобно, потому что если у вас нет с собой зонта, то вы не промокнете, а можете взять тот, который есть на станции. Так что к зонтам в Японии, наверное, особое отношение, особенно к таким пластиковым. Если вы захотите привезти себе такой зонт из Японии, то вы можете найти его в любом практически магазине, начиная от 100 йен, самые дешевые, ну и уже хороший такой, который, возможно, вам прослужит несколько лет, ну, йен за 500, то есть довольно дешево. Вот мужчина тоже идет с пластиковым зонтом. В общем, все с ними ходят. Вот такая вот у них история. Надеюсь, что вам было интересно. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Не забывайте оставлять комментарии, ну и, конечно же, ставить лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.